Всем привет! Сейчас я хочу показать, как я разложила элементы на вторую деталь переда. Я положила рядом первую деталь. Мне хотелось, чтобы все примыкающие элементы не повторялись. Я соединила элементы. Теперь я покажу, как я соединяю выточку. Я закрепляю край булавками, чтобы он остался неподвижным. Верхние элементы подтягиваю и закрепляю. Появляются волны, потому что создается объем за счет выточки. Пустые места заполнятся элементами, когда я буду соединять деталь переда и спинки. Сейчас я соединю элементы выточки. После соединения выточки в этом месте формируется объем. С изнаночной стороны может показаться, будто что-то пошло не так. Однако на лицевой стороне изделие выглядит аккуратно и правильно. Выточка выполняет свою функцию, придавая изделию нужную форму. Хочу показать, как я разложила элементы на деталь спинки. Я приложила деталь переда, разложила элементы так, чтобы они не повторялись, и обрисовала элементы, которые вышли за край выкройки на деталь спинки. Я разложила элементы на деталь спинки. Здесь тоже будет выточка. Когда я соединю элементы, я присоединю детали выточки. Этот край у меня не вместился на коврик. Я продолжу заполнять его после того, как соединю эти элементы. Я хочу показать собранные мной детали изделия.
Прямо сейчас я собираю элементы ирландского кружева на деталь спинки. Если у вас есть вопросы по сборке, напишите их в комментариях под этим видео. Пока я в процессе, у меня есть возможность снять дополнительный поясняющий сюжет именно по вашему вопросу. Если видео было полезным для вас, поставьте лайк и подпишитесь. Желаю вам ровных петель и отличного настроения.